Друзья, всем привет! Очередное видео на канале. Как я и обещал, если мы словим окуней, будет видео про копченого окуня. И вот хотел бы в этом видео сегодня показать, как я копчу окуня. Никому не хочу навязывать, каждый делает я все равно по-своему. Вот. Я просто покажу, как делаю я, поскольку в комментариях там писали, что было бы интересно посмотреть. Ну, поскольку писали, пожалуйста, я сделаю видео. Итак, друзья, чтобы приготовить нашего копченого окуня, нам потребуется, конечно же, сам окунь, потребуется соль и теплая вода. Ну, я думаю, много кто коптил окуня, может быть, кто-то захочет коптить, да, там уже где-то читал информацию, смотрел, знает, что есть два вида посола, есть сухой и мокрый, да. Ну, не знаю, мне как-то понравился более вот этот мокрый посол, так, делаем. Получается, разводим соль с водой и заливаем нашу рыбу. Почему мне понравился этот способ? Ну, как бы простой. Есть, получается, соотношение соли и воды уже рассчитано. Но, друзья, смотрите, я уже коптил окуня, да. Были окуни небольшие. Это сейчас тут есть окуни и даже килограммовые здесь. И по как бы уже по расчетам, да, как бы оно идет. 200 грамм соли на литр воды идет для рыбы, для мяса 100 грамм на литр воды, да, но у меня были окуни небольшие, я как бы сильно не люблю, да, чтобы было так, ну, солененько. Я делал 100 грамм на литр воды, и скажу так, рыба была прекрасно просолена, всего хватало, поэтому вот смотрите сами. Если любите, чтобы было так хорошо просолено, берем 200 грамм, да, на литр воды. Если хотите поменьше, чтобы было 100 грамм, ничего не испортите. Это 100% вам говорю. Так что не бойтесь, делайте. Итак, берем нашего окуня, берем мерную кружку. И получается, нам нужно заполнить этот тазик с нашей рыбы, чтобы он был полностью покрыт. Ну и, соответственно, как я сказал, берем 200 грамм на литр воды. Наверное, у меня где-то будет здесь на этот тазик где-то 2 литра воды, я думаю. Ну, соответственно, нам нужно взять 400 грамм соли. Все хорошенько размешиваем и заливаем в наш тазичек. Берем нашу сольку. Вот. Вот, друзья, набрал водички. Можно холодной, можно теплой, это как бы не важно, но поскольку кто знает, кто не знает, в теплой воде соль лучше растворяется. Вот. Хорошенько все размешаем. И получается, вот просто заливаем водичку в нашего окунька. Вот я и подготовил нашего окуня к копчению. Ну как подготовил? Это первый этап, засолка. Еще раз повторюсь, это мокрый посол. Кто-то любит сухим, но мне сухой как бы посол, ну не то, что не нравится, не знаю. Можно там как бы прогадать солью. Ну вот, может быть, кто-то солит сухим посолом. Напишите, может, какую пропорцию нужно соли добавлять. Сколько там грамм, килограмм, да. Но по мокрому посолу все понятно. Уже давно все высчитано. Мы отправляем наших замечательных окуней и наше мяско мариноваться, засаливаться. И через 12 часов мы с вами встречаемся. И я покажу, как я делаю, что дальше. Так что перемещаемся во второй день. Итак, друзья, как я и обещал, настал второй день. Наша, получается, мяско, да, тут такое, и рыбка у нас висит вот в таком ящике. Получается, что нужно вот после наших 12 часов, ну, можно больше по времени, взять, достать, промыть обязательно от соли, да, от этого нашего мокрого посола, что мы мариновали, да, обтереть бумажной салфетками, полотенцами и на часок где-то выбросить вот в такой ящик, сушилку. Хороша она тем, что вот как летом мухи летают, чтобы не садилось.
Мокрое желательно не забрасывать в коптильню, а дать, чтобы вот оно обсохло. И сейчас мы будем растапливать нашу бочку и коптить сначала наших окуней, ну а после уже наше мяско. Так что смотрим. Что, друзья, пришли мы к нашей бочке. Сделал коптильню горячее копчение. Ну, кто смотрел видео, знает, сделал. Кто нет, там в подсказках выскочит. Из 200-литровой бочки была большая, но обрезал наполовину, поскольку, ну, долго прогревать нужно было. Но вот еще не пробовал после того, как обрезал. Но вот сейчас сделаю. Так что давайте посмотрим, что у меня внутри. И вот смотрите, здесь у меня такая решетка, это для рыбы. Вот есть второй уровень. Сейчас покажем вам. Ну, покажи поближе. Вот тоже вторая. И вот смотрите, переделал. Получается, сделал крючки. Это для мяса. Делал раньше на решетке. Ну, а это как бы играться с уровнями. Здесь вот есть отверстие, вот тоже. Вот отверстие. То есть повыше делать, повыше, пониже немножко регулировать. То есть вот выдвигаются. И получается вот поддон поставил 2 кирпича. Они как раз по высоте где-то 10 сантиметров будет, чтобы, ну, жир не горел. Этого будет достаточно. Сейчас возьмем вот эти наши решетки, наложим сейчас сюда окуня и будем разводить наш огонь. По поводу, друзья, щепы. Использую вот щепа, ольха. Делал, получается, я как бы сам там с ольхи, да, сырой, но посмотрел там видео одного хорошего человека. Не вспомню, как канал называется. Там так неплохо рассказал. Сказал, ни в коем случае щепа не должна быть мокрая, должна быть сухая обязательно. Много щепы всегда добавлял, да, там сырой и много. И думал, что коптится за счет щепы. Но нет, друзья, копчение, горячее копчение, да, идет процесс копчения только первые 15 минут. Потом за счет вот этого жара, как и в духовке, продукт готовится. Для рыбы, для нашей, будет достаточно 40 минут. Ну а для мяса вот я буду делать больше 2 часов, да, но идеально, если делать, то там я ссылочку оставлю в описании на эти приборы. С Алиэкспресс там можно заказать. Там получается приборчик идет электронный, там уже внутри забиты, ну, программы забита, что мы хотим готовить, там рыбу, мясо. Один щуп вставляется, ну, как бы вот получается в бочку сюда, а второй вставляется в продукт. И когда продукт достигает нужной температуры, мы его вынимаем, и он получается готов. Так что вот так, друзья. По поводу щепы. Щепы много брать не надо. Вот, достаточно вот такой. Получается сколько это тут? Ну, горстки, да. И вот смотрите, просто берем так вот. Насыпаем. Ну и он там, когда я смотрел, сказал, можно еще чуть-чуть. То есть жменьку и чуть-чуть. Все. Можно как бы уже рыбу нашу ставить, да, но он сказал, как бы все равно щепа где-то лежит, там на складах, может быть, хранится, немного может сыреть, и чтобы вот, которая влага там, ну, чуть-чуть в щепе все равно будет, пока мы будем растапливать, эта влага, получается, немножко выйдет, мы загрузим нашу рыбу, накроем крышкой и будем ждать 40 минут. Баллончик с газом, очень удобно. Итак, друзья, наш костер разведен. Сейчас бочка уже начинает прогреваться. Ставим наш поддон для сбора. Получается, что будет влага с рыбы, жир какой-то по-любому, чтобы не капал на наши опилки. Собирать. Вот я попрошу показать поближе. Вот уже как бы идет дымок, пошел. И вот уже как бы вот эти опилки, что я говорил, если они немножко влажноватые, немножко вот уже такое как бы, ну, испарение идет. Вот это, друзья, самый большой мой был трофей, килограмм. Кстати, видео с рыбалки, кто не видел, тоже в подсказках выскочит, можете перейти, посмотреть. Вот. Какая красота. И все. Сейчас получается
можно накрывать, друзья, нашу коптильню крышкой и подкинуть дровишек, развести такой хороший огонь, поскольку при горячем копчении температура должна быть в коптильне там 105-115 градусов на протяжении копчения. Ну, опускаться не должна. Вот, и еще такой момент. Вот сейчас уже копчение, да, вот у нас я крышку закрыл, оно уже пошло. Еще раз повторюсь, копчение идет первые 15 минут, да. Дальше уже, ну, рыба, мясо готовится, как получается у нас принцип духовки. Но чтобы исключить переизбыток вот этого дыма, который в коптильне, нам где-то через минут 10 я возьму, просто открою крышку, дым этот весь выйдет, и я закрою. И получается, буду дальше коптить. Получается, по времени дальше 30 минут. То есть рыба готовится 40 минут у нас. Первые 10 минут коптим, открываем крышку и дальше коптим. Разводим побольше костер. Раньше я думал наоборот, меньше жар, там так лучше, но оказывается, друзья, не так. Наткнулся на хорошего человека. Вот, мне понравилось. Действительно, он все так растолковал, как и есть. И вот все, что он рассказал, да, вот я, по крайней мере, допускал ошибки. И поэтому, чтобы не искать там вам где-то, да, информацию, я вот решил поделиться с вами. Я не настаиваю на этом, не учу никого, просто раз в комментариях вы писали, значит, решил показать. Можете оспорить, можете свой написать рецепт. Я всегда за. Ну что, ребятки, прошло у нас 40 минут. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну вот, смотрите, какой результат. Неплохой окунь получился у нас. Золотистая корочка, не подгорела ничего. То есть с опилками мы угадали. По времени все отлично. Он приготовился. Сейчас я выниму, покажу, что у нас на поддоне. Ну и что получилось с окунем. Ну вот, друзья, наш готовый окунь. Вот видите поддон. На поддон как бы стекло немножко там, может, и жира, и водички, что осталось. Но вот смотрите, чем больше мы просушим нашу рыбу, соответственно, будет меньше влаги. Получается у нас окунь, видели, красивого золотистого цвета. По вкусу тоже бомбический будет, я уже делал. И у нас получается, видите, немного влаги, что есть хорошо. Сейчас я выниму поддон, сполосну и буду забрасывать нашу грудинку. Ну все, друзья, погрузил я нашу грудинку в коптильню. Не снимал, поскольку неудобно снимать и засыпать опилки. Поддон сполоснул, засыпал также опилки. И где-то часа 2-2,5 она у нас будет готовиться. Но оптимально, я еще раз вам говорю, готовить это заказать с AliExpress. Электронные приборы эти, они нам точно покажут, да. Но все равно мы, когда жарим в духовке, на плите, у нас же термометров как бы нету, да, на той же самой сковороде. Мы смотрим по готовности, разрезаем. Так и тут получается. Разрежем через пару часиков, посмотрим, как там у нас приготовилось или нет. Ну, как-то вот так. Встречаемся через пару часиков, наверное. Покажу готовый результат. Ну что, друзья, завершили мы процесс нашего копчения. Хотел вчера видео заснять уже до конца, но не получилось, поскольку уже стемнело и уже как бы темно было, снимать не хотел. Ну и как раз вот уже получается наша рыба, и вот у нас наше мясо коптили, остыло, и хотел бы показать вот готовый результат. Вот такой получился у нас золотистый классный окунек, полежал в холодильнике, стал крепкий, будет вообще бомба. И вот наша брюшинка. Единственное, этот раз получается какой-то поросеночек попался
такой жирненький, немножко так жира есть, но нормально еще постоит. Вот такие кусочки. Сейчас попробуем. Огонь. И по соли все хорошо. По поводу, друзья, еще такой момент, может быть, скажешь, почему ничего не добавлял, там всякие приправы там в начале. Я скажу так, пробовали по-разному коптить, да, просто соли, там, со специями, на выходе получается одинаково. У копчения и так оно получается насыщенный вкус, да, копчение дает продукту, оно и так получается вкусно, достаточно просто хорошо посолить рыбу, ну, точнее, не хорошо, а правильно посолить нашу рыбу, мясо, и на выходе получим офигенный продукт. Ну что, друзья, давайте подведем итоги видео, да. В данном видео показал, как я копчу окуня и мясо, да. Также можно коптить, в принципе, все. Курицу, там, да, колбаски, там, ну, все, что найдется под рукой. Вот, и поверьте, не нужно бояться этого, поскольку все-таки, когда мы коптим сами, это получается намного вкуснее, чем в магазине, поскольку тут идет натуральный, да, процесс копчения дымом, а не как в магазине, там, жидким дымом побрызгали на прилавок, выбросили, написали, что копчение, да, а мы в это верим, да. Вот. Продукты получаются вкусными. Конечно, копчение, ну, не есть хорошо, да, для здоровья, но иногда можно. Вот, так что, в принципе, все показал. Если какие вопросы будут, пишите в комментариях, обязательно отвечу. И еще раз повторюсь, друзья, я никому в это видео не хотел ничего доказать, навязать, да, там вот эти приготовления. И если какие-то, может быть, ошибки, напишите, я всегда прислушиваюсь, это, конечно, интересно. И, может быть, напишите свой какой-нибудь рецепт засолки, там, рыба, мясо, и как коптите, ну, будет интересно почитать. Если данное видео вам понравилось, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Ну, а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви, ну и до новых встреч, пока.